Вот прошел третий месяц с момента, как я получил 8 орхидей без корней, которые я заказывал в начале декабря месяца. И на канале есть уже 6 или 7 видео, которые все помещены в плейлист, который так и называется «8 орхидей без корней. Что с ними делать?». И как я обещал месяц назад, но я, правда, обещал 10 марта, сегодня уже чуть-чуть больше, но так уж случилось по времени, я делаю контрольное видео. Добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Итак, все 8 живы, здоровы, и сейчас мы более подробно каждую посмотрим. Но перед тем я хочу показать будет два видео врезки, где я вам покажу, что я делал с этими орхидеями на протяжении этого месяца. А кто на канал попал впервые и впервые смотрит видео, хочу объяснить, что 8 орхидей без корней мы посадили в разные посадки. Кого-то в мох, кого-то в кокосовые чипсы, кого-то в кокосовое волокно. Есть орхидея в керамзите и на фитиле. А также мы оставили 2 орхидеи в той посадке, в которой они и приехали. И смотрим, какой способ из наращивания корней будет самым эффективным. И, конечно, приветствуется лайк под видео, так как это поможет продвижению на YouTube. Сегодня 15 февраля. Планировал я немножко раньше, но так получилось, что руки дошли только сегодня. Итак, сегодня я хочу обработать наши орхидеи удобрением. Удобрение будет минеральное, и НПК этого удобрения сейчас я вам покажу. Значит, НПК этого удобрения 13,5,26. Почему я выбрал именно с таким соотношением? Сейчас попробую объяснить. Итак, N – это азот. Азот, как правило, ускоряет наращивание лиственной массы, и в общем этот элемент отвечает именно за вегетативный рост. P – фосфор. Фосфор это микроэлемент, который способствует развитию корневой. И, конечно же, он больше способствует к закладке цветоносов, ботанизации и цветению. И третий микроэлемент – это калий, который повышает наращивание корней и помогает растениям бороться с болезнями, а в сухую погоду устойчиво переносить засуху. И так как у нас эксперимент по наращиванию корней, вот именно поэтому я и выбрал удобрение с НПК, где К превышает, чем азот и фосфор. Ну и хочу сказать сразу, что обычно при наращивании корней я свои орхидеи, как правило, минеральными удобрениями не удобрял. Я мог опрыскать там HB101, эпином или янтарной кислотой. Но только тогда, когда я пересаживал орхидеи уже в постоянную посадку, только тогда я начинал применять удобрения. Но так как у нас посадки, скажем так, стабильные уже на протяжении 3 месяцев, я решил сегодня проэкспериментировать и обработать наших подопечных именно таким удобрением. Что из этого выйдет, увидим мы чуть-чуть позже. Кстати, хочу заметить, что это удобрение я разбавил не по инструкции, а в 2 раза меньше. Почему? Потому что у нас очень много корней оголены, и мне кажется, что если мы полноценным раствором опрыскали бы наши орхидеи, то мы бы могли пожечь кончики корней. Ну и на сегодня в принципе все. Сегодня 26 февраля, и я хочу сделать обработку
одним веществом, которым я еще ни разу не пользовался для удобрения орхидей, для стимуляции, для наращивания. Я не знаю, каким будет результат. И это средство, как вы видите, это пчелиная пыльца. Для начала я хочу растворить 1 чайную ложку этой пыльцы на пол-литра воды. Но для того, чтобы не забить затем пульверизатор, наверное, я так думаю, что мне придется ее еще процедить. Поэтому я сейчас постараюсь хорошо перемешать в теплой воде и затем процедить. Потом я, естественно, получившийся раствор залью в пульверизатор и обработаю орхидеи точно так же, как мы обрабатываем орхидеи с удобрениями, со всем остальным. Почему я выбрал именно пчелиную пыльцу? Давайте я попробую вам объяснить. Итак, если зайти в Google и забить пчелиная пыльца, что входит в состав, то нам выдают информацию, что пчелиная пыльца в своем составе имеет витамины группы В, а также А, Е, С, Д и другие. Минералы, богатейший состав, который включает в себя йод, калий, кальций, магний, железо, цинк. И третье, аминокислоты. До 13% в составе это самая высокая концентрация из всех известных продуктов. И так как для наращивания корней орхидеи нужны обязательно витамины группы D, нужен калий и нужны аминокислоты, то и обработать я сегодня хочу именно вот таким составом. Что из этого получится, со временем мы с вами увидим. Так как я вам уже сказал, что я этот процесс делаю впервые, то перед тем, как сейчас обработать наши орхидеи, естественно же я хочу еще проверить тот состав, который у нас получится, на наличие солей. Чтобы понимать, не будет ли превышен состав солей, ну как бы это делаю впервые, и как бы для предосторожности я считаю, что нужно обязательно замерить ppm, сколько же будет у нас в полученном растворе. Итак, я взял пол-литра дождевой воды, и ppm этой воды у нас 70, нет, чуть меньше, 68, 67, 68 ppm. Ну и что, давайте теперь добавим полученную растворимую пыльцу. Хорошо сейчас размешаем и получим, насколько же увеличилось количество ppm. Итак, смотрим. Количество ppm 164, 165, ну, грубо говоря, 165. Получается, что количество солей у нас ppm увеличилось на 100. На 100 это довольно приемлемый показатель. И я считаю, что количество ppm при опрыскивании орхидей не должен превышать 200. То есть 165 я считаю, что это норма, от которой ничего страшного не произойдет. Ну и надеюсь, что так как мы процедили эту жидкость через сетку, и еще я положил туда диск, и все крупные частицы остались там, то ничего не должно по идее забиться. И обработка у нас должна пройти сейчас успешно. Наверное, чтобы не затягивать видео, я сейчас поставлю на ускорение. И вы просто увидите, как я именно обработаю. Особое внимание я сейчас уделю обработке листов орхидей именно снизу. Не с внутренней стороны, а с внешней. Почему? Потому что именно с внешней стороны у фаленопсиса находятся устицы.
с помощью которых и происходит и дыхание орхидей, и фотосинтез. То есть, если мы просто, допустим, возьмем диск и диском протрем только верхнюю часть, то, как правило, такие обработки не увенчаются успехом. Почему? Потому что и устицы находятся снизу. Но, а так как мы обрабатываем из пульверизатора, то я просто очень обильно и, наверное, даже вот в эту орхидею, мне кажется, мох чуть-чуть тут суховат. Я, наверное, даже сейчас добавлю прямо в мох немножко вот так вот нашей жидкости. Я думаю, ничего страшного не будет, а только, я думаю, будут положительные результаты. Ну, время покажет. И еще один немаловажный момент, это то, что раствор или вода и с удобрениями, или просто вода, которой мы обрабатываем наши растения, должна быть на 5-10 градусов выше от комнатной температуры. Почему? Потому что именно при такой температуре устицы будут открываться. Ну и вот пришла очередь орхидеи с номером 4. Как вы помните, в прошлом видео, в крайнем, вернее, видео, которое выходило, я рассказывал, что у этой орхидеи по пропавшим корешкам, а у нее там их, по-моему, 3 или 4, они были, покрылись плесенью, таким белым налетом. Я 2 раза обрабатывал ее раствором фитодоктора и триходермина. Вот как сейчас я погружаю в раствор с пыльцой, точно так вот 2 раза я помещал эту орхидею в раствор фитодоктора и триходермина. И после 2 обработок с интервалом там, я не помню, 3-5 примерно дней, этот налет весь пропал. И зрительница Наталья мне советовала уже прекратить эксперимент с этой орхидеей и сделать ей посадку в обычный грунт. Но я решил продолжать уже до конца и посмотрим, что получится. Ведь угрозы сейчас нет. Ну вот, и пришло время теперь посмотреть на наши орхидеи, что с ними произошло за текущий месяц. И, как я уже в начале видео говорил, я обещал вам видео выложить 10 марта, но сегодня уже 15, ну 5 дней, я думаю, ничего страшного не произошло. И обзор начнем мы, конечно же, с орхидеи номер 1. Итак, орхидея номер 1 за текущий месяц у нас, как вы помните, вот был только этот листик, этот только проклевывался, нарастила еще вот один листик и еще вот один следующий появился. Из корешков этот корешок у нас вырос не сильно, но зато у нас проклюнулся, значит, смотрите, вот еще один маленький, и вот этого корешка, вот этого не было вообще. То есть это вот корешок полностью новый. И смотрите, какой он по толщине. Он намного толще, чем предыдущие. Также у нас, с этой стороны у нас 2 были корешка. И мы видели раскукленные кончики. Сейчас кончики ушли уже вовнутрь в посадку. Мы их не видим сюда, они еще не дошли. А вот этот корешок был где-то сантиметра на 1,5 вот так. Сейчас он вырос, ну еще где-то 3,5 сантиметра, наверное, прирастил. Итак, орхидея под номером 2. Что же здесь у нас нового? Это орхидея, как вы помните, у нас выпустила цветонос. И в прошлый раз этот цветонос длиной был примерно вот так. То есть орхидея усиленно наращивает цветонос. И как вы видите, вот у нее начинается уже ботанизация. То есть вот начинает уже закладываться цветочки. Листочек она практически тот, который был, не нарастила. Я так понимаю, все силы пошли на цветонос. Корешочек этот вырос буквально там на сантиметр. Вот этот корешочек был
проклюнулся где-то сантиметра на 1,5. Сейчас он все 5,5-6. То есть вот этот корешочек единственный, что показал хороший рост. Ну и цветонос получается. Итак, орхидея под номером 3. Что же нового у нас произошло с орхидеей номер 3? Итак, этот вот корешок у нас был наполовину меньше. То есть вот он увеличился где-то на 3 сантиметра. Этот корешок практически затормозил свое развитие. По листочкам, кстати, листочек вырос. Этот только был проклевывался, вот вырос. И пошел еще следующий расти. И этот вот корешок у нас только доходил до горшочка, ну, незначительное. Но что хочу я вам показать. Смотрите, что у этой орхидеи вот здесь в пазухе. Вот еще у нас одна орхидея, которая решила выпустить цветонос. Смотрите, какой он небольшой, маленький. Я, конечно, от этой орхидеи такого не ожидал. Ну, раз решила, не будем ей мешать. Итак, орхидея номер 4. Итак, что же нового у нас здесь? Значит, как я вам в прошлый раз говорил, что здесь пошла плесень, я сделал просушку, затем я поставил еще раз ее на фитодокторе триходермин. И, как вы видите, корешки, которые я обещал сухие в прошлый раз обрезать, я так и не обрезал. И я так понимаю, что сейчас они орхидеи не мешают, угрозы никакой нету. И давайте пробежимся по тому, что орхидея нарастила. Итак, она нарастила новый листочек. И вот проклюнулся следующий. Вот этот корешок у нас был, не доходил еще где-то сантиметр до вот этого отверстия. Сейчас он уже прошел в отверстие, и вы видите, уже вышел сюда наружу. Вот корешочек был, только проклюнулся, и сейчас вот он вверх пошел расти. И вот по той причине, что он сейчас дотрагивается до стенки горшка, я и не хочу вытаскивать орхидеи, чтобы отрезать вот эти вот сухие корешки, так как мы сейчас можем повредить краешек, кончик этого корешка, он закуклится и перестанет расти. Также у нас вырос вот этот вот корешок. И самый большой рост вот у этого корешка, он был, ну, наверное, сантиметра 3, а сейчас он уже все 8-9, наверное, в длину. И как бы я... и вот смотрите, вот еще у нас лезет один, и вот еще второй. То есть, ну, как бы рост корней здесь очень неплохой. Итак, следующая орхидея у нас под номером 5. Здесь вот, кстати, она отсушила листочек, который в прошлый раз мы обсуждали, почему именно этот листочек вот здесь вот он находился, почему именно он засох, я рассказывал. И смотрите, у каких-то корешков краешек получается коричневый, а у каких-то зеленый. Интересная особенность. И вот этот корешок, который в прошлый раз я вам показывал, только чуть-чуть начал отлетление от основного. И вот смотрите, он уже, наверное, все сантиметров 6. То есть прирост корешка, наверное, сантиметров 5 точно. Итак, этот корешок у нас был, только проклюнулся, и там примерно полсантиметра. Вот он уже вышел за стенку
за краешек горшка и пошел, к сожалению, не в посадку. Этого корешка вот маленького не было вообще. То есть рост корней хороший, но если в прошлый раз она, получается, начала желтить вот этот листочек, за этот месяц она начала желтить крайний листочек, но уже с другой стороны. И причина, мне кажется, та же самая, что и в прошлый раз. Я вам называл, что очень много корней у основания пробили этот корешок и нарушили процесс подачи питания по этому листу. Другого объяснения я не вижу, так как орхидея в целом чувствует себя нормально. Тургор верхних листочков отличных, нижних, вот этого даже, который желтит, он прекрасный. Этот нижний немножко слабоват, но при таком поливе, как я делаю, только опрыскиванием этих корешков сверху, может быть, этому нижнему листочку и не хватало немножко воды, но все остальные себя чувствуют прекрасно. Итак, следующая орхидея у нас под номером 6. Это та, которая в кокосовом волокне. Итак, смотрим результаты по этой орхидее. Значит, этот листочек у нее был только-только проклюнулся. И сейчас вот он уже такой полноценный, хороший, молодой. Два корешка, ага, вот который листочек, сейчас мы уберем, отсох нижний, она один отжелтила. Значит, было у нее две маленьких пымпочки, помните, сейчас появилась вот еще одна, а те пымпочки, которые были, вот смотрите, один хороший корешок с этой стороны, другой корешок, где-то я его... Так, нужно по памяти будет вспомнить, но в любом... Ага. Этот корешок у нас тогда был, дошел только до края. Сейчас вот смотрите, он пошел вниз. И ну, со спичечный коробок где-то 4,5-5 сантиметров точно вырос. Этот корешочек у нас был только завернул. Сейчас смотрите, те же 5 сантиметров. То есть здесь рост и листа, и корешков у нас идет отличный. Итак, следующая орхидея у нас идет под номером 7. Это та орхидея, в которую я, помните, когда обрабатывал пыльцой пчелиной, я еще и немножко ее полил. Кстати, я и эту тоже немножко тогда полил. Так вот, почему я на этом сейчас заостряю внимание? Ну, кроме того, что вот пошли новые корешочки, вот проклюнулся, вон проклюнулся, вот вырос такой неплохой. Смотрите, как бы вам показать. Вот в глубине новый листочек, то есть эта орхидея дала детку. Вот смотрите, какая маленькая детка, уже один листочек есть, и он начинает формироваться второй. При обработке 26 февраля этого у нее не было. С этой стороны, к сожалению, наверное, не получится вам хорошо показать. Вот корешок закрывает. Ну вот, видите, вот листочек, вот это прикорневая деточка, вот такая. И новый вот еще пымпочка появилась. Я, конечно, про цветоносы понимал, что могут быть, но что какая-то из орхидей при наращивании корней еще даст детку, этого, конечно же, я ожидать не мог. Ну и быстро пробежимся по 8. Вот корешок этот был примерно здесь, вот он уже ушел куда-то в посадку, в глубину не будем рыться. Точно такого же размера был корешочек вот этот. И он тоже у нас уже ушел, вот он, только-только заходит в посадку, вот смотрите. И помните, я у этой орхидеи, вот с этой стороны,
немножко убрал остатки листа, который был. Вот, помните, я убирал? И вот смотрите, за этот месяц на этом месте, когда я убрал, эта орхидея выдала еще один новый корешок. В общем, вот так прошел следующий, уже 3-й месяц. По итогам 3 месяцев все орхидеи живы-здоровы, все развиваются, у всех растут корни, листочки. У 2 орхидей уже растут цветоносы, вот у этой и у этой. Эта орхидея стала еще наращивать уже на цветоносе бутоны. И одна орхидея под номером 7 у нас дала детку. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Будем мы заканчивать. Надеюсь на ваши лайки. Конечно же, оставляйте комментарии. Делитесь, как вы наращиваете у своих орхидей корни. Я думаю, не только мне, но и всем, кто заходит на канал, будет интересно. Конечно же, делитесь ссылкой на канал со своими друзьями и приходите на канал Орхидеи дома снова и снова. Ну а сегодня всем пока.